Девочки, мальчики, ну что, я рада приветствовать вас в основном пространстве Тамура ведьмы. И работать мы сегодня будем на Таро змей. Ну, так называется, да? Таро змей. Вообще Таро, это Таро Горгоны, Таро Медузы Горгоны, но поскольку у нас по большей части изображены змеи, драконы, да, и вот эта хтоническая составляющая нашей Земли как планеты, там, Земли как элемента, да, как энергетическая структура. И вот поэтому как-то мы больше так и называем змей. Ладно, все вот эти хтонические существа, они тут представлены. Ну, как все, да, такие основные, потому что здесь и морские гады есть, и драконы, и птеродактили, всяко разные змеи в частности. И вот, наверное, я эту колоду выбираю, потому что она очень созвучна теме расклада. А тема расклада у нас о том, что же они шепчут за спиной, да? Все эти ваши крыски, лариски, эти люди, ну, возможно, с которыми вы общаетесь, но при этом вы не понимаете, насколько эти люди искренни по отношению к вам. Насколько эти люди искренни по отношению к вам. Ну вот мы будем, собственно, разбираться, да, о чем же они шепчут за вашей спиной. Собственно, что вы представляете, да, что триггерит людей в вас, и, собственно, что же они там готовы нашептать. Шепотки сегодня рассматриваем. Окей. Но перед тем, как мы с вами начнем, разрешите мне познакомить вас с теми программами лояльностями и проектами, которые есть на нейроведьме, потому что это все полезно и интересно. Я абсолютно кратко рассказываю, потому что превью перед раскладом — это единственное время, когда я могу с собой познакомить, потому что я как-то что-то сильно все нигде не афиширую. Какие-то прямые ролики относительно проектов есть на YouTube, есть отзывы по прохождению старших, младших арканов, то есть там можно все это найти. Так, есть описание, что такое там старшие, младшие арканы, отдельно на каждое видео, по-моему. Есть видео, где я рассказываю, о чем новый проект «Манифест». И, соответственно, есть видео, где я рассказываю про менторство, которое мы завершили. Ну, то есть мы завершили его, условно, там первый поток. И сейчас можно смотреть в записи. В записи еще выложен там денежный марафон, то есть там очень много всякой интересной, полезной информации. И мне очень импонирует, что мои коллеги по YouTube, там, соответственно, просто, да, второго пространства называют меня древним, матерым и честным тарологом. Мне это на самом деле льстит. Ну, единственное, что я не могу называть себя тарологом, потому что я не вижу это как свою основную, наверное, профессию, род деятельности. Потому что Таро для меня это инструмент, да, это инструмент, на котором я работаю, не знаю, как на настроенной скрипке, может быть, или это рояль, да, который, собственно, четко, чутко, да, оживает там под моими пальцами, соответственно, здесь немножко другие технологии. Ну, вполне возможно, да, что это магический инструмент, такой же, как вот музыкальный инструмент или еще какие-либо. Вот один из. Поэтому как бы сказать, что я прям таролог, нет, потому что я же еще и с энергиями работаю, я еще и энерготерапевт. Просто мне не нравится, понимаете, вот как это назвать? И, ну, сейчас очень много странных названий, абсолютно кринжовых. Мне вот вообще не хочется туда, чтобы меня приравнивали. Но при этом как бы я понимаю, что я делаю сильно больше, чем просто таро расклады, а как себя обозначить, это крайне сложно. Я с обозначением, что сложно себя обозначить, столкнулась в книге, которая так называется «Witch», да, там Лизы Листер, которую я рекомендую, например, там читать, если вы там в моих проектах, потому что там очень круто прописано понимание ведовства и ведьмовства, в частности, да, именно в женской ипостаси, без упоротого какого-то феминизма, но при этом с феминистической ноткой, которая заключается в том, что, ну, и мужчины, и женщины, конечно, прекрасные, но, собственно, не всегда и не всем хочется мужчинам поклоняться, да, собственно, и считать их номер один, да. Мы сами для себя номер один. И это очень важный момент и нюанс.
И когда мы это учитываем, то, собственно, у нас появляются какие-то свои, знаете, жизненные законы, жизненные принципы, ну вот, с которыми я, опять же, вас там знакомлю в своих проектах, потому что мне очень нравится, когда женщина расцветает. И я могу сказать, что расцвести женщина вообще в любом возрасте может. Я могу сказать, что, собственно, вот те, кто со мной общаются, с кем я общаюсь, вот это вот все моя условно да, женская, вот эта вся тусовка, все выглядят младше своих лет. Потому что есть такие штуки, как энергетическое омоложение, да, есть такие штуки, какие-то древние знания, которым мы, собственно, запускаем процессы старения вспять или скручиваем время, там, да, еще что-то. То есть это все работает, да, это все существует. И сказать, что мы можем, это, знаете, как упихнуть буквально в один сундучок под названием Таро, конечно же, нет. Вот, поэтому, наверное, слово ведьма мне нравится больше. Благо, оно пока еще не под запретом. Хотя как знать, что будет дальше, поэтому да, я себя действительно именую таким образом, да, и как-то я не прячусь там под капюшон, да, и, собственно, когда я так себя называю, я могу это говорить явно, я могу это говорить, глядя в глаза. Если вы хотите перестать стесняться своей силы, вот если вы хотите понять, как ее проявлять, в моих кругах я, собственно, этому учу. Ну, не всех, конечно, потому что считать, что все пришли, все научились, конечно же, нет. Конечно же, нет. Есть, собственно, люди, которые могут научиться, да, когда им не дано. Ну, а есть те, кто необучаемый совсем. И мы, правда, в какой-то степени где-то в чем-то можем казаться необучаемыми. Ничего страшного в этом нет. Благо, что есть возможность попробовать, поэтому как бы welcome. Welcome. Все эти истории скрыты в первом комментарии под этим видео, собственно, все эти уровни подписки, и вы там все увидите, узреете, узнаете, не найдете, как, собственно, найти вашу тайную комнату. Окей. Выбирайте камень, камень-проводник. Мы посмотрим, о чем же шепчется за вашей спиной. Какое мнение вы производите на людей сейчас? Буду стараться быть беспристрастной. Просто читать со стороны информацию. Никто не плохой, никто не хороший. Все одинаковые. Все не черные, не белые, серые с огромным количеством оттенков. Ладно, давайте. Выбрали камень. Выбирайте, пожалуйста, сейчас, потому что в дальнейшем может оказаться, что он в кадр просто не попадет, когда я буду выкладывать вариант. Поэтому зафиксируйтесь, пожалуйста, сейчас. Сконцентрируйтесь. Какой камешек вас зовет, призывает, шепчет вам, какой сегодня захочет рассказать всю вашу жизнь. Такая фраза понравилась вообще, кто-то мне там из девочек писал в комментариях. Ну что же, камешки смогут рассказать мою жизнь? Прям избитый экстрасенсом. Да? Давайте. Те, кто выбрал камешек номер 1, сейчас посмотрим, собственно, о чем там кто шепчет. Шептуны. Шепташки. Слушайте, я сказала слово шептуны, да, потом как бы поняла, что это же еще двусмысленная реакция, может быть. Сначала, знаете, сказала, потом подумала. Давайте сначала про вас немножко. Кто вообще передо мной? Встань передо мной, как лист перед травой. Вы ж мои сивки-бурки, вещи игрушки. Вот так вот нейроведьма взяла, да, и всех своих подписчиков лошадями обозвала. Да еще и горбатыми. Вот это сейчас, конечно, хейт польется. Ладно, мы же все же понимаем, что все шутки. Кто передо мной? Человек, который либо перекрыт, либо перекрывается, либо закрывается, либо не показывает истинную суть и сущность, да? Потому что сразу мне показывает двойка мечей, да, человек, который вот сейчас находится либо в каких-то вынужденных ограничениях, либо в добровольных. Сейчас мы немножко эту тему раскроем, потому что, ну, собственно, в двойке мечей никогда там движения нет. Может, правда, знаете, вы прям боретесь, что вы хотите открыть третий глаз и видение, и вам кажется, что это небезопасная история. Вот видите, какая интересная двойка мечей здесь, в этой колоде.
Итак, двойка мечей, как бы шестерка мечей. Вы знаете, такое ощущение, что вас как будто сейчас направляет по какому-то пути, вы очень сопротивляетесь. Сопротивляетесь, потому что, скорее всего, то, что сейчас происходит в вашем окружении, вас не устраивает. Может быть, вас не устраивает ваше окружение в частности. Хочется чего-то другого, да, потому что шестерка мечей– это болезненный, но все же переход на следующий уровень. Или, знаете, вас сейчас от всего закрывают и перекрывают. Вполне возможно, это могут быть даже какие-то психосоматические заболевания, которые связаны с кожей и кровью. Сейчас объясню, почему. Ну, собственно, кожа, потому что есть ощущение, что вам не хочется с людьми сближаться, и это действительно может быть обострение витилиго, экзем, там что-то такое, да, то есть, может быть, это какие-то аллергии, да, потому что, вот, собственно, вот какая-то пассивная агрессия прорывается, что-то еще, вот, а она не может найти выход, поэтому это, правда, может быть связано с кожей, да, потому что вот как подавление там ваших личных границ, еще что-то, вот, ну, знаете, вот как будто у вас нет возможности сейчас жить той жизнью, которую вы бы хотели. Как будто есть ощущение, что вот эти вот обстоятельства, они как будто сдавливают вас в кольцо, да, и вы все прям пытаетесь сопротивляться. Если вам действительно кажется, что обстоятельства, они сильнее, чем вы, вполне возможно, что вы себе можете напоминать сейчас человека, который сидит, значит, в углу, да, и как бы закрывает там голову руками и просит, типа, не бейте меня. И здесь вот шестерка мечей вот в этом случае говорит о том, что нужно разозлиться. Да, то есть здесь вот переход на следующий уровень будет заключаться в том, что мы, значит, встали и всех отпинали, кого там надо, да, и все, к нам больше не полезут, потому что вот какие-то тычки в спину, они чувствуются. И, скорее всего, опять же, будет чувствоваться от вашего окружения, и мы будем смотреть, что же они там про вас говорят. Что еще интересного? Собственно, по карте императрицы ничего добавлять не буду, потому что понятно, в какие энергии вам нужно выйти. В какие энергии нужно выйти. А пока не совсем понятно как, да? Пока вы прячетесь, вот сейчас точно прячетесь. Прячетесь, не проявляетесь. Вполне возможно, что это происходит достаточно давно. Даже пару лет как бы, знаете, тут вот прям какая-то длительная история происходит. Возможно, да, что-то случилось там 2 года назад, и вы прям стали прятаться. Не раскрываться, а прятаться. И сейчас многие скажут, а что же там случилось там 2 года назад? Умеренность, десятка пентаклей, семерка чаш. Ой, знаете как? Наверное, могу сказать, что был рядом просто человек, который вас прятал. Может быть, это и от себя, или вы сами прятались. Потому что это правда может быть связано с отношениями, в частности. Особенно, видимо, буду читать для тех, кто сейчас пытается изменить что-то, да, в своей личной жизни. Потому что, да, там вас пытались подавить очень. Там пытались подавить. А вам вполне возможно казалось, что это определенная такая зона комфорта. Но там было подавление. Там человек знал, как правильно. Да, пытался вас как-то поменять. И, собственно, вот этот момент перекрытия происходит. Было ли здесь магическое перекрытие? Давайте одной картой. Рыцарь чаш. Ну, давайте так, если вы точно знаете, что было, вполне возможно, это могла быть какая-то любовная магия, если нет, то просто какое-то, знаете, эмоциональное воздействие. Знаете, что-то из серии, да, я же тебе добра хочу, да что ты меня не слушаешь. Да, или там, знаете, человек начинает проявляться неадекватно по отношению к вам, а потом просит прощения. Вот эта вот история, она, правда, могла затягиваться. Хорошо, ладно. Как вас видит ваше окружение? Как вас видит ваше окружение? Ого, классная карта. Одна из самых мощнейших, как мне кажется, в этой колоде, потому что король Пентаклей решала, да? Решала. При этом, скорее всего, человек заботливый, человек, у которого есть какой-то капитал, да, по крайней мере, вы так считываетесь. Вы считываетесь как богатый мужик. Может быть, на самом деле ваше какое-то внутреннее состояние, потому что бывает такое, что человек на самом деле просто вот он энергетически наполнен, а многими людьми это считывается как финансовое богатство. Я как-то, да, приводила пример, что приходил ко мне мужчина на консультацию, вот, немножко так покопаться, да, в себе, и, и она говорит, я, говорит, не понимаю, говорит, вот рядом со мной, говорит, много меркантильных девушек. Ну, ошибочно как бы полагать, что, собственно, это.
Мужчина сильно не переживает по этому поводу. Не состояние злости, говорит, я, говорит, не могу понять. Потому что, говорит, они считывают меня как очень богатого человека. А там действительно энергетика такая, да, что кажется, что человек богатый. Ну, может быть, он уверенный в себе, может быть, он, знаете, заботливый. Ну, вот такой папа, да. Ну, и понятно, как бы, что рядом с таким человеком всегда будут, да, крутиться те, кому не хватает, да. Или кому будет казаться, что у него избыток, и он должен поделиться. Или, собственно, кто будет свои какие-то ценности, свою энергетику, да, ставить как бы выше, да, подавлять пытаться, да, как бы за счет этого получить какие-то ресурсы. Вот. Вы вот считываетесь действительно как богатый мужик. Король Пентаклей, десятка жезлов. Ну, знаете, скорее всего, богатый мужик, который помогает многим решать проблемы, да. Может быть, речь сейчас идет о вас, как у собственники бизнеса, например, да, или там соучредители, да, но вы больше тащите здесь. Вы больше тащите, вы вывозите, вы разруливаете, да, вы тот человек, на самом деле, перед которым, наверное, хочется собрать какое-то совещание планерка, вы будете всем давать эти звезды, да, на орехи. Вот. Вот вы так считываетесь. При этом по десятке жезлов есть ощущение, что, может быть, вы что-то не вывозите, что там пора как-то расширяться, может масштабироваться. Что еще? Десятка жезлов и рыцарь мечей. И вот такое ощущение, что вас все задолбало, да? А рыцарь мечей, собственно, как-то вот, что как будто вот на ситуацию надо бы посмотреть со стороны, а вы пока не можете, не понимаете как. Ну что же, давайте. Деньги, любовь, здоровье, да, о чем шепчутся люди, что шепчут относительно ваших финансов, а, относительно вашей личной жизни и относительно вашего внешнего вида. Да? Интересно же? Вот такой у нас небольшой срез. Так, относительно финансов, что здесь говорят? Ну, такое ощущение, что про вас говорят, что вы человек, который притягивает возможности, человек, который очень легкий на подъем, потому что, собственно, королева жезлов, она вот это притягивает. Но кто-то, конечно, может говорить, что вы живете за счет мужчин, потому что, скорее всего, вот такая энергетика по королеве жезлов. Сейчас я немножко вытащу карту. Но что меня радует, да, что есть, значит, есть какая-то прям энергия, есть какая-то сексуальность, скорее всего, есть по королеве жезлов. То есть они вас видят. О, боже, королева жезлов — дьявол. То есть роковая соблазнительница женщина-то у нас. Смотрите, что про вас говорят, да, королева жезлов — дьявол. До греха доведете. Вот какая-то, значит, искусительница. И при этом самое интересное, что искусительница семейных, потому что рядом карта умеренности и, собственно, четверка пентаклей. То есть, видимо, та женщина, которая разрушает семьи. Представляете, что у нас считывается по первому варианту? Разрушительницы вы мои. Лары Крофт, да, расхитительница чужих гробниц, условно. Ладно, сейчас такая шутка была. Шутка, в общем, была, да? И это что касается ваших финансов, потому что, может быть, людям как бы кажется, что у вас финансы, и они очень легко к вам прилипают, потому что есть какие-то спонсоры, которые вам дают эти деньги, или, соответственно, вы общаетесь с обеспеченными мужчинами, эти обеспеченные мужчины там берут за вас ответственность финансовую, да. Люди про это говорят, и они говорят, у нее 100% есть какой-то любовник, да, который дает ей деньги. И это, конечно, прикольная история, потому что вы сами считываетесь как богатый мужик, который, видимо, все это устал вывозить. Но при этом у этого богатого мужика-то есть еще какой-то мужик. Обратите внимание, да, какая-то интересная история. Потому что и вы вроде как с мужской энергией, и типа любовник ваш, понимаете, с мужской энергией. Ну, как бы, там, что он с мужской энергией, это не факт, знаете, может, вы там как госпожа, да, а он там просто исполняет какие-то ваши прихоти. Ну, то есть, на самом деле, люди это обсуждают, да, потому что они вас считывают, вы так чувствуетесь, очень много вот какой-то энергии, явно у вас есть какая-то тайная жизнь, да, и тайная жизнь, она связана с какими-то вот, почему-то людям кажется, что какими-то очень богатыми людьми. Окей. Что же касается личной жизни, хотя, знаете, по большей части здесь люди именно личную жизнь обсуждают, то есть они даже как-то, знаете, вот такое ощущение, что они не могут понять, откуда у вас какая-то финансовая история, может быть, относительно благополучная, или кажется, что благополучная. И им почему-то кажется, что вам дают деньги на это. Что касается личной жизни.
Вот, собственно, все у вас хорошо. Вы тут эта курочка, которая несет золотые яйца, соответственно, да, или, может быть, у вас там, знаете, дети от разных мужчин. Может, еще какая-то ситуация, да? Туз чаш. Как-то вот людям кажется, что у вас все нормально с личной жизнью, а чё ж она такая привлекательная, вероятно, да? Дама у нас по первым вариантам. Туз чаш, шестерка чаш. Семейная, да, может быть, тут вот тоже какая-то семейная история. Плюс еще и любовники. Ну, и знаете, вот про вас много обсуждают. И обсуждают, на самом деле, преимущества на вашу личную жизнь. Я сейчас, конечно, буду хохотать, да, что мы сейчас откроем внешность, и люди скажут, да что в ней такого, ни рожи, ни кожи, посмотри, как ей тут все удается по жизни, какая она красотка. Ну, давайте смотреть внешне, что они про вас думают. Да, есть такое. И знаешь, подувяло, да, подувяло, конечно. Уже все, уже, значит, это не той свежести, да, а ситринка второй свежести. Как вы помните в «Мастере и Маргарите». Понимаете, что я это все говорю с сарказмом, потому что, мне как-то, знаете, довелось, как-то с пьяными девчонками там обсуждать, да, так какую-то условно там общую подругу, уже не подругу. Но я сейчас как-то, знаете, вообще отошла от сплетен. Я не выгуливаю белое пальто. Вы прекрасно понимаете, что я действительно могу там что-то с сарказмом сказать. Но это не про то, что мне прикольно. Мне прикольно постоянно 24/7 там сплетничать. Вот. Но я прекрасно понимаю, какими жестокими могут быть женщины, да, по отношению друг к другу. Да, и мне как-то помню, тоже было что-то обидно, неприятно, когда я тоже одну там подтянула, потому что в глаза мне улыбалась, там, и за глаза несла такое, что прям мне действительно хотелось взять ее за волосы просто и лицом об асфальт. Ну, стену какую-нибудь там. Совсем же очень хотелось. Без разборок всяких. Потому что, ну, мне кажется, что иногда люди такую позицию силы принимают. Да? Не, а почему ты это сделала? И все. Просто вот как, думаю, она сама бы поняла. Знаете, здесь, что еще говорят, шепчут относительно же вашей внешности? Я же говорю, типа, вот восьмерка чаш, отшельник и девятка мечей. Это, знаете, вот, например, женщине за 35, ее подружки, ну, как-то в ее же возрасте, её ровесница, выглядит сильно хуже. И поскольку вот они понимают, что их поезд ушел, а она живет все еще полной жизнью, ну, за 35 понятно, что это еще только первая юность, сейчас уже там 50 считается вторая молодость, да, мы же с вами знаем, как можно круто выглядеть и вообще и в полтос, и в 60, там были бы деньги, да, были бы ресурсы, были бы молодые любовники, у всех по-разному. Вот, да, мы же не будем женщине рассказывать, что же нам конкретно дает энергию. Кому-то, знаете, и молодые мальчики нужны, кому-то там что-то еще. Вот, и здесь вот такая история, что вот когда обсуждают, они говорят, ну вот, чуть-чуть, она уже не первой молодости, вот, как это, знаете, молодится, да, вот прикидывается какой-то вот, что она либо моложе, либо не чувствует свой возраст. Но это именно от тех людей, которые не могут вот так же себе позволить себе вести, у которых тоже не хватает этой свободы, которые вот смотрят в вашу сторону, да, и здесь действительно я сарказм. Потому что у них у самих очень много запретов. Надо ли вам обращать на это внимание по четверке пентаклей? Да, наверное, нет, потому что четверка пентаклей, знаете, она всегда говорит о том, что вы всегда это знали. И это семья, это родственники, понимаете? Это, скорее всего, обсуждение больше от людей, которые в вашем ближнем круге. Ну, знаете, я думаю, что, собственно, да, как-то собаки лают, караван идет. Это, скорее всего, ваши уроки на ценность, которые все никак пройти не можете, поэтому вы, видимо, на это триггеритесь. Ну, знаете, тоже иногда полезно, да, посмотреть со стороны. Так, двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами, что же там шепчут за вашей спиной. 4, немножко отвлеклась. Тасую колоду.
Ой, знаете, у меня сейчас еще эти перфораторы там за стеной. Но я же везде ищу плюс. И я такая думаю: ой, вы сейчас вот, ребята, вы стучите. И я, конечно, с одной стороны, могу там все проклятия мира в ваш адрес слать, потому что меня это отвлекает. А с другой стороны, я понимаю, что вы сейчас мне просто здорово рассоздаете энергию прям. Да, первого варианта, поэтому в плюс, в общем, обратим все эти шумы. Но я думаю, что вам не слышно будет, потому что будет обработка звука. Что если что, это никакие потусторонние тут силы ко мне не стучат. Хорошо. Окей. Давайте, что вы там с вами происходит? Ой, в какой интересной вы энергии. Вот эта энергия, она правда может отпугивать. Она правда может отпугивать, потому что посмотрите, какая здесь интенсивная, вот именно в этой колоде энергия Солнца, да. Здесь у нас не про деток, которые в подсолнухах держатся за руки и прочее, да, там, а здесь такое Солнце прям яростное. Ты знаешь, Солнце, которое запрещали, Солнце, которое облаками закрывали. И посмотри, как мощно сейчас у тебя проявляется вот эта энергия. Ну, видимо, будешь бесить как-никак, да, карта Солнца. Десятка пентаклей. Смотри, ты в расцвете своих сил. Как говорил товарищ Карсон, да, ты в расцвете своих сил. Солнце, десятка пентаклей, да, то есть вообще просто, видимо, ты вот, знаешь, энергетически как будто проживаешь один из самых лучших периодов. Представляешь вообще, что с тобой происходит? Ты себе не разрешаешь это делать. Посмотри, вот у тебя на самом деле положительные же карты, да, смотри, Солнце, десятка пентаклей, но при этом как бы пятерка мечей. У тебя, знаешь, вот навязчивые мысли, что тебе мешают проявляться, да, пятерки мечей. То есть у нас, видимо, в головушке насрано настолько, что мы действительно в эту мощь и силу боимся выйти. Ну, тогда, собственно, добро пожаловать в манифест, потому что я там показываю, как проявлять внутреннюю силу, соединять с внешней. Это не быстрый период, конечно же, зато возможно. Вот, значит, у нас голуби насрали в головушку. И что они там насрали? Давай посмотрим. Так, пятерка мечей, король жезлов. А, собственно, насрали, знаешь, о чем? О том, что тебе кажется, что тебе нужен какой-то руководитель по жизни, да, вот нужен. И вот сейчас, на самом деле, трон пустой, а ты туда как-то залезть-то и не можешь, собственно, и сесть не можешь, потому что у тебя все по праву, чтобы сесть на этот трон. Вот, ну, либо тебе кажется, что дорога к этому трону, тут видишь, она с вот этими всеми кровавыми реками, а, и ты такая думаешь, а какой ценой мне это дается, да? Либо, собственно, смотри, какой еще момент может быть. Если тебе кажется, что вот это вот твое энергетическое, там, физическое состояние далось тебе достаточно легко, тогда у тебя нет ценности этого трона, и ты говоришь, вот есть люди, которые больше это заслужили, чем я. Потому что как будто, чтобы заслужить, вот быть вот этим королем жезлов или быть рядом с королем жезлов, да, нужно очень сильно потрудиться. То есть там истоптать 100 пар железных сапогов, там, да, износить 100 пар этих, 100 посохов. Помнишь, как в сказке про Финиста там Ясно Сокола, и этот же миф, по-моему, про кого-то был, про Эроса, да, когда вот она его искала. Короче, греческий, по-моему, миф был. Вот, что ты недостаточно потрудилась, что ты недостаточно для чего-то хороша. И поэтому вот эти вот свои энергии по Солнцу и десятке пентаклей ты все-таки тщательно отрицаешь. Не надо. Потому что, может быть, тебе кажется, что это какая-то большая ответственность. Я тебе сейчас приведу прям пример. И покорми, пожалуйста, кошечек и собачек. Потому что, я тебе сейчас точно вот сеансов 10 похода к психологу могу заменить. Потому что вот эта ситуация, которую я сейчас буду рассказывать, это вот реально было с психологом. Вот. У нас, знаете, такой междусобойчик был, у меня же не только ведьминский междусобойчик, же бывают еще психологические. И мы, значит, друг другу прорабатывали, значит, установки на деньги. И там как раз вот была такая история о том, что я боюсь денег, потому что это большая ответственность, да, это большая ответственность, я там к ней не готова. Да, и мы как бы начинаем суетиться, и суетиться по фигне. И мы суетимся по фигне, раз всю энергию ушла туда, да, которую нужно было на зарабатывание денег, да, на то, чтобы мягко расширить себе вот этот весь купол там стеклянный. Окей, понятно, да? То есть мы чего-то боимся, мы боимся трона.
Мы боимся трона, и, скорее всего, там как-то людям тоже видно это все. Давай смотреть, как же они на нас реагируют, да, что же мы транслируем сейчас на данный момент, что же мы сейчас транслируем. Знаете, вот некоторые почему еще боятся трона? Потому что кажется, что это про одиночество. Ну, я стремлюсь обрадовать, знаете, бывает такое, что даже семейные люди, они одиноки. Да? Так что никто вообще ни от чего не застрахован. Знаете, одиночество, мне кажется, даже время для себя больше. Это если вы действительно боитесь, а вам нужно какую-то часть пути там пройти в одиночестве, чтобы просто разобраться. Мои желания не мои, да, мой путь не мой, да, фонят мне эти там чужие желания, что я должна выполнять, или все, я больше не ведусь. Что, чего хочет и что чувствует мое тело. Да, то есть вот такие вот эти нюансы, они как бы нам важны и нужны. И поэтому нормально, да, в общем, садитесь уже на трон, вот, просто, как это сказать, вейте вот это гнездо под себя, да, то есть вам дается этот трон, вы просто сами его не берете. Не берете, под себя не адаптируете. Это, как, знаете, там сесть в машину, а до этого там был другой водитель, и ты просто повернула рычажок какой-то, да, подстроила под себя кресло, подстроила под себя руль, и все, это твоя зона комфорта, значит, ты все, ты едешь. Все, это уже твое пространство, а ты вот его под себя чуть ничего не делаешь. Окей, котик, давай смотреть, что там люди про тебя думают, какое впечатление ты создаешь. Ну, видимо, подружка, да, пьешь там кофе или там просек или что-то еще с девочкой там из первого варианта, женщиной, потому что тоже, собственно, королева жезлов. Королева жезлов, скорее всего, прям притягиваешь внимание, может, притягиваешь взгляды. Сейчас еще посмотрю, о чем здесь. Королева жезлов, пятерка жезлов. Вполне возможно, тебя могут считывать как конфликтную особу, да, или особа, которая вызывает, знаете, конкуренцию. Бывает такое, что женщина красивая, и при этом она никогда не посмотрит в сторону чужого мужа, да, вот. А женщина, которая не уверена в себе, да, считает, что, значит, та там опасная для семьи. И вот вы вроде как, ну, повода не даете, но все равно вас считают опасной, да? Либо действительно такая конфликтная особа, которой нужно поспорить, нужно отстоять себя, но мы же понимаем, почему. Потому что не хватает уверенности. Вот если бы сидела бы на троне, знаешь, вот много бы активных вот этих действий бы не совершала, чтобы отстоять себя. А трон-то как-то, видишь, пятерка, да? То есть смотри, пятерка жезлов, пятерка мечей, такой, знаешь, конфликт в голове просто. Вот ты пытаешься своих тараканов выгонять, как бы, а они, значит, забаррикадировались там и сидят. И сидят. И при этом они тебя еще кошмарят, да, они тебя кошмарят, они говорят, мы тут типа по праву, мы тут, короче, эти ковры раскатали, интернет провели, значит, перфораторами дырки там, собственно, просверлили под кашпо, понимаешь? Провода там, все, а мы тут живем. И при этом они-то живут, короче, вообще на птичьих правах. То есть у них собственности на квартиру нет. Они в любой момент вообще еще выгнуть их можно. Ну вот они тебя закошмарили, короче, так что все, теперь вот мы тут живем. Прописки-то нет у них. Они как самовольно занимают территорию. Они там не по закону, поэтому до свидос. Ну вот тебя закошмарили. Понятно? Боже, еще и пятерка пентаклей. Посмотри, то есть все кризисные карты, несмотря на энергию, которая тебе сейчас действительно нужна на выстраивание хороших, здоровых, нормальных, адекватных отношений и позиций в жизни, посмотри, как мы тут пятерка жезлов, пятерка пентаклей. Опять дурацкие энергии, которые я ненавижу, они вот принижение, знаешь, идут. Это когда рядом с нами, собственно, знаешь, люди, которые, ну, в чем-то ниже нас, а нам так стрёмно быть лучше. Это тоже вот момент, который я недавно прорабатывала. Мне так было стрёмно сказать, что я лучше. Вот мне можно, мне достаточно. Это и мне легко говорить. А говорить, что я лучше кого-то, меня, конечно, вообще прям переворачивало наизнанку. Мне очень сложно это сделать. Ну, мы же правда можем быть лучше кого-то в чем-то. Да? И здесь вот такой конфликт, что даже когда нам говорят какие-то комплименты, и это мы все это отрицаем, да, и, соответственно, люди нас воспринимают как вот человека, который может, смотри, вот пятерка, прости, королева жезлов, да, пятерка жезлов и пятерка пентаклей, человек, который нагнетает, который требует внимания по отношению к себе, который может проявляться как некая эгоцентричная личность. Человек, в котором много драмы, да, человек, который реально драматизирует.
Окей, окей. Драма, драма Queen, да? Ну, люди, опять же, что-то шепчут за твоей спиной. Смотри, мы смотрим финансы, да, мы смотрим твою личную жизнь, что они говорят, да, и смотрим твою внешку. Ну, то есть здоровье уже не стали говорить, потому что там, как правило, здоровье обсуждают за спиной, только если у человека что-то плохое, и они такие, ой, как вот да, не повезло человеку. Или, понятно, там от злобы своей, все болячка, гриппа, простаты и прочее. Так, ладно. А что-то про ваше что финансовое положение говорят? Десятка чаш? Да, вроде нет. Десятка чаш, что-то ничего такого и не говорят. Десятка чаш, паж пентаклей. Ну, знаешь, здесь просто могут говорить, что ты в чем-то либо живешь для себя, да, либо вот как-то, знаешь, я не могу сказать, что ты сильно светишься, или у тебя как будто вот сильно есть, потому что по пажу Пентакли ты вот как-то прям щедрый человек, знаешь, вот про вот твою щедрость, про твою душевность, да, здесь могут говорить вообще, да, что ты всегда, если у тебя есть копеечкой, там, поделишься или что-то, ты не жадный человек, однозначно не жадный человек. Или знаешь, как так интересно, еще четверка мечей бонусом мне идет. Даже как вот с одной стороны, когда у тебя нет, ты поделишься, а с другой стороны, кто-то может говорить о том, что ты раньше делилась, и теперь перестала, да? То есть вот какой-то такой нюанс. Ну, в принципе, ты делишься, да, ты не жадный человек. Про жадность вообще ничего нет. И такое ощущение, что, знаешь, что эта серия, вот она все делает правильно, потому что она типа делится, и Бог ей дает, да? Видишь, как интересно. Да, или вот как-то потому что вот, в отношении денег как будто здесь налажена связь. Здесь как-то нет сильной сложности. Вот люди их не видят. Вот как будто, знаешь, какое-то прям, с их стороны какое-то правильное отношение к деньгам. Окей, хорошо. Что они там говорят про твою личную жизнь? А здесь, скорее всего, могут обсуждать, что тебе в чем то не везет, потому что, собственно, туз мечей, да, могут говорить, например, там, типа: "О, горе от ума", да. Или, например: "Чё ж она такая умная, да, а вот как-то с личной жизнью не складывается". Да, туз мечей и рыцарь мечей. Либо ты не афишируешь свою личную жизнь, и там как-то сплетни какие-то вытянуть крайне сложно. То есть ты ставишь очень жесткие личные границы, да, смотри, король мечей, да, и как бы и туз мечей. Либо здесь как бы такая ситуация, что люди, правда, могут говорить, что тебе в чем-то не везет в личной жизни. Типа, знаешь, вот и умница, и красавица, и комсомолка, вот, пожалуйста, шестерка жезлов, да, и как бы вот верховная жрица. Знаешь, если они обсуждают просто, что ты там как бы ищешь какого-то просто ресурсного партнера, да, есть такое. Вот, что может, конечно, и говорят, типа, что, может, она тут выбирает, да, что-то перебирает. Так, ну, опять же, если ты замужем, то здесь могут, конечно, обсуждать о том, что у тебя партнер там какой-то ресурсный, соответственно, да. И если у тебя какая-то ситуация связана с разводом, то явно, знаешь, тоже не на твоей стороне. Ладно, хорошо. Внешне. Внешне. А внешне вот 100%, знаешь, накладывается отпечаток, который связан с тем, что ты транслируешь в мир, потому что есть ощущение некой тревожности, да, девятка мечей. Что внешне? Очень беспокойное, может быть, суетливое, знаешь, может быть, резко похудевшее, может быть, в состоянии стресса, да, девятка мечей. Что у нас еще за ситуация? Да, ну вот видишь, семерка чаш, да, и девятка мечей — это вот какой-то, наверное, момент, когда взгляд блуждает, знаешь, там состояние какой-то рассеянности, может быть, состояние, когда ты просто вот периодически из внешнего мира прям выключаешься, да. Смотри, девятка мечей, как бы семерка чаш. Что еще внешне? Бывает такое, знаешь, когда нам действительно аж страшно что-то, да, мы начинаем голову в плечи вжимать. Голову в плечи. Вот замечала такое? Вот у меня такая ситуация долгое время прям наследственная была, и я как-то и сейчас не особо с ровной осанкой, я это знаю все про себя. Да, ну вот, да, такое было.
И, соответственно, то, как мы проявляемся, да, вот то, что мы транслируем, здесь вот есть какие-то все-таки моменты неуверенности, потому что девятка мечей, это семерка чаш. Либо, соответственно, в противовес мы можем транслировать что-то агрессивное, да, что-то пытающееся, знаешь, так продавить пространство, но при этом, знаешь, как лучшая защита это нападение, поэтому, правда, здесь может быть прям какая-то яркость, но при этом все равно есть ощущение какой-то неуверенности в себе. Как будто опять ощущение, что какие-то вот, м, как лучшее время прошло почему-то. Вот где-то, наверное, вы энергетически так про себя думаете, да, немножко списываете себя со счетов, где-то внутри бессознательно, поэтому это немножко на уровне языка тела может проявляться. Как тоже мне девчонки молодые приходили на консультацию, говорили: "Аня, я очень боюсь, что вот мне 30, и я замуж не выйду". Потому что, говорят, все, ну, считается, типа, что женский век, да, короткий. Зачем, говорит, я ему, типа, нужна, мне 30. И я понимаю, что это же особенности ментальности, и, наверное, кто-то ее так воспитал, да, что до тридцатки там замуж не вышла. Что то с тобой не так, ты поломанная. Нет, почему? Она просто не поняла вообще, зачем ей замуж надо. То есть нормальная ситуация. Но если мы бессознательно на это триггеримся, то, конечно, люди тоже будут это чувствовать, потому что люди очень хорошо чувствуют то, что происходит бессознательно, как бы мы сознательно это не пытались скрыть. Ну вот такая информация мне про вас идет по второму варианту. Троечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Так, троечки. Сейчас мы смотрим, кто вообще перед нами, да? Стань передо мной, как лист перед травой. Третий вариант. Ой, очень скрытный человек, да, или человек, который связан с магией, с психологией, медитациями, эзотериками, погружением в внутренний мир, потому что сразу карта Луна, еще и красная, такая немножко угрожающая, да. Так, что у нас еще интересного? Боже, Луна императрица. Абсолютно, видимо, такая, знаешь, женщина, она больше принимающая, да, смотри, Луна императрица, но именно вот в этой колоде это немножко такая тревожная красная Луна все же, да. Я сейчас немножко раскрою значение здесь Луны, мне нужен доп. Ну, явно что-то в тебе так или не так, потому что, смотри, два женских старших аркана. Кто передо мной? Тут вот, видимо, силушку свою богатырскую то качнула. Карта Луна императрица. Правда, может, какое-нибудь видимище, да, с практиками-то 100%. У кого магия ментальная, у кого там, собственно, проявленная, да, в физическом мире. Хотя, мне кажется, вся же магия проявлена в физическом мире. То есть, да, то есть сначала ментальные конструкции создаем, а потом, собственно, учимся это проносить все в материю. Ладно, давай. О чем Луна здесь? Про тебя. Шиз. Ты чему-то учишься. Ты чему-то учишься. Может быть, знаешь, только начинаешь, да, чувствовать какие-то вайбы, влияния, там, новые силы для тебя. У тебя, знаешь, с одной стороны, прикольно, конечно, с одной стороны, это зловещая луна, а с другой стороны, как бы паж жезлов вообще же не зловещая карта. Чертенок, наверное, да, такой? Да? Лунное дитя, такой чертенок. Кто у нас там еще? Какие интересные сущности под луной это прячутся? Пятерка пентаклей. Ну, наверное, знаешь, такая немножко Уэнсдей, да, любительница. Такой, да? Черный поман. Ну, вот, видишь, энергетически что-то считывается. Я при этом не буду негативно читать пятерку пентаклей, да, как вот карту перекрестков, но, может быть, ты правда, знаешь, прогуливаешься
между мирами, или у тебя немножко такой вот стиль жизни, чуть-чуть про подвалы все же. Ну, тебе там хорошо, тебе хорошо, правда. Может, ты живешь, понимаешь, внизу где. Сейчас еще одну вытащу карту. Понятно. Здесь 100% есть такая, ведьмовская энергетика, потому что вот в совокупности всех этих карт мне идет фраза как вверху, так и внизу. Здесь уже еще плюс еще колесо фортуны. Но почему-то у меня еще ощущение, что тебе как будто крылья подбили. Сейчас я посмотрю, что это такое. Или связали, или подбили, вот что-то такое, знаешь? Связаны крылья. Звезда тут что? Ну да, это, когда ты вот четко знаешь, вот все про себя знаешь, а вот как-то пока у нас еще не те возможности, чтобы себя полноценно, максимально проявить. Ладно, окей, окей, давай. А как вот чё-то люди тебя видят? Тоже, видите, Барсик прогрыз колоду. Я, кстати, вот понимаю, что это вот моя колода, потому что у меня же есть и те колоды, которые я девчонкам привезла. Я что-то это одну затестила, тоже не надо было. Вот это моя, потому что кот прям как компостером прогрыз, обозначил, что ему нравится эта колода. Он же любит хтонью питаться. Он же жирный именно потому, что негатив ест. Но сейчас я там практически не снимаю, поэтому уверена, что он схуднул там сильно. Ладно, окей. Так, что то Барсик влез, да, в третий вариант? Засранец такой. Может быть, мы сейчас будем смотреть, что думает про вас ваш кот? Ладно, шутки. Люди что вообще говорят про вас? Ой, а тут вы личность закрытая. И тут, наверное, тоже, может быть, вы в гости все вместе друг с другом, да, общаетесь, там, первый, второй, третий вариант, или смотрите похожий вариант, потому что в первом качестве спойлера про вас думали, что вы такой хозяйственный, богатый мужик, а здесь про вас думают, что вы умный мужик. Ну, потому что про вас думают. Вот, скорее всего, какие-то у вас такие прям энергии. Может, вы какой-нибудь криптозаводчик, да, или там юрист, но при этом там такой отточенный ум, да, или там бухгалтер, но при этом как-то она, ну, то есть не сильно сплетничаете с подругами, то есть вот эта вся история женских коллективов, она не про вас. Вы немножко одиночка, и вот это чувствуется, да, король мечей. При этом человек сам себе на уме с границами своими все же, с хорошими личными границами. Человек, который, опять же, обладает властью, но эта власть такая больше ментальная, же не сокровищки это несет, да? Не рыбу, а удочку. Король мечей, туз пентаклей. Такое ощущение, что у вас какой-то, знаете, ум прям про притягивание финансов и ресурсов. Что про вас еще думает? Может быть, к вам приходит за советами, как поправить свое материальное положение. Или, например, если вы хороший бухгалтер, вы там сможете, да, помочь там человеку понять, где же зияют дыры в бюджете. Может быть, кто-то здесь трабл-шутер и решает финансовые проблемы, да, то есть смотрите, все бухгалтерия, юридическая часть, там, может быть, это продакшн, да, здесь мы тоже можем добыть деньги. Мы, знаете, здесь очень взрослые и считывают нас как взрослых людей, да, то есть без какой-то прям сильной драмы, в какой-то такой прям, ну, здоровой взрослой позиции. Что он еще про нас говорят здесь? И тут же как бы паш чаш. Вот тут интересно, то есть мы только со своими отлетаем головой, да? Или все-таки, несмотря на свой статус, мы по пажу чаш достаточно доброжелательные люди. Достаточно доброжелательные люди. Сейчас еще вот на паш чаш вытащу карту. На пажа чаш.
Скромные, кстати, смотри. Паж чаш и четверка пентаклей. Мы скромные, доброжелательные люди. То есть у нас вроде как есть какой-то статус, да, но при этом мы скромные, доброжелательные люди. Вот так. Вот так. Я хочу сказать, что вы очень сильно дешифруетесь. Потому что нам же вас показали, да, там же прям энергии-то ого-го, разного плана, да, разнохарактерные. Мы видим, что вот такой чертенок больше, а вот прям шифруетесь на самом деле. Такое ощущение, что вы прям двойную жизнь ведете. Хорошо. Это ваши финансы, что там шепчут люди. Это ваша личная жизнь. И еще одна карта, которая расскажет нам, что же там людям шепчут относительно вашей внешности. Относительно вашей внешности. Так, про финансы говорят за вашей спиной? Королева чаш. Ну, смотрите, либо они к вам приходят по любви, и люди такие: ой, как так можно было, да? То есть вот она по кайфу, по легкости вообще. Чего он вообще человек, который никогда не работает. Это я тоже, знаете, в одной там профильной тусовке, и там надо было просто посмотреть, как считываются там люди, да? Ну, давали обратную связь. И про меня почему-то сказано было, что я типа такая по лайту, типа вообще не работаю. Я говорю, ага, конечно. Таких трудоголиков, как я, поискать просто. Ну, кажется, да, что... Не, я понимаю, что я в кайф работаю, честно. Мне нравится, потому что, знаете, не работать в кайф — это же выгореть очень быстро. Просто вопрос в том, что когда ты делаешь это в больших объемах, в больших количествах, вот поэтому у меня на личных никогда конвейера нет. Я не хочу на этом выгорать, понимаете? Я хочу, чтобы действительно, если это была помощь, и это не растягивалось надолго, человек вот знал, что ему делать, да, чтобы это была какая-то относительно четкая инструкция. Ну, что важно, чтобы была польза, а не просто там поговорить. А конвейер, он, понимаете, он всегда предполагает выгорание. Вроде как тебе в кайф было, да. Ты же должен понимать, что огромное количество энергии ты затрачиваешь, тебе нужно ее восстанавливать и искать какой-то эквивалент. А там только либо сцена, там, да, либо там подвалы какие-нибудь по большей части, либо просто на инстинктах все построить, восстановление энергии. Кажется, тоже надо эту тему отдельно говорить. Чё, вот вы что-то делаете в кайф. Вы, может, людям кажется, что вы вообще не работаете, да? Вот она, королева чаш, вот так вот она может проявляться. Смотри, да, королева чаши и а, рыцарь чаш. То есть вот вам повезло, потому что вы, возможно, смогли, да, так монетизировать свои хобби. Или, например, вам ваш молодой человек, например, открыл там бизнес, там какой-нибудь салон красоты, да, то есть вот вы не про работу совсем, вы не про то, чтобы там где-то пахать на заводах, там 10-часовые смены и прочее. При этом, когда я вот саму сейчас картинку смотрю, я вижу, что вас триггерит в этом всем, да, вы все равно чувствуете ограничения. Там, что там было, четверка пентаклей и колесница. Возможно, вы хотели бы большего, хотели бы масштабов больше. Ну, я не скрываю, что я хочу больших масштабов. Потому что, наверное, это уже от моих хранителей, да, которые помогают мне доносить информацию. Им хочется больше, эгрегор сам растет, просыпается, да, наполняется силой, ему хочется кушать. Вот. Поэтому вот, может быть, у вас тоже вот есть какое-то ощущение, что есть потенциал, да, при этом он не до конца раскрыт. И вот вы это правда можете транслировать людям настолько, что не могут это обсуждать. Но вот обсуждают как раз вот моменты, что вы что-то делаете прям по любви. Боже, еще одна карта по любви, девятка чаш. То есть вы, наверное, как, знаете, вот многие считают, что вы золотой ложкой во рту родились. А то, что за этим, правда, может стоять и нагрузка, да, и много работы. Это как про артистов, знаете, думаешь, что ой, вышел на сцену, покривлялся там, да. Или, например, про блогеров, которые вообще типа ничего не делают, да, и при этом получают деньги. Ну, как сказать, знаете, потому что это же тоже своего рода трудоголизм. У тебя ролик должен выйти по графику. Неважно, это там месячный, у тебя не месячный, поругался, не поругался, стрессовая ситуация, не стрессовая. Да, у тебя есть график. И это правда работа.
Поэтому вот 100% здесь, знаешь, люди не понимают, в чем прячется, как это сказать, та часть, где не так уж все радужно и легко. Вот здесь об этом надо задуматься. Может, вы просто не показывать, может, вы просто показываете: ага, я такая вся прям по лайту, по лайту, по лайту, по лайту. Вы, на самом деле, вы человек очень открытый, и вот очень действительно близкий к людям. Мне даже интересно, что-то неплохое говорят про вас. Это не потому, что я хочу вытащить, потому что я, в принципе-то, сейчас как бы ничего плохого не вижу. Окей, это тоже моя прекрасная какая-то проработочка, понимаете, от вас. Хорошо. Что говорят про вашу личную жизнь? А вы замужем? Вы замужем, либо у вас кто-то что-то есть? По десятка пентаклей, да? Семейный человек. Я же вытащила еще одну карту. Ну, ничего плохого вроде не говорят. Десятка пентаклей. Правосудие. Так, правосудие. Ну, что-то у нас по правосудию. Четверка чаш. Ну, смотрите, здесь может быть такая ситуация, что если как бы ваша семья, да, то это про то, что кто-то в вашей семье, например, там не дотягивает или вам не подходит. Здесь люди могут обсуждать о том, что, собственно, там, посмотри, какие были классные перспективы. И была там, например, там первая красавица, да, вышла замуж, там, родила 3 детей, и где же тут энтузиазм, энергия, там, запал, страсть и прочее. Здесь правда про это могут говорить, что, например, вас могла испортить семейная жизнь, да, ну, тем самым, что вы уже лишены такого огромного количества красивой вот этой жизненной энергии, которая вот она была у вас, да, вы этой энергией заряжали, вот, окружающий мир, себя и как батарейка, короче. А здесь немножко вот из-за личной жизни ваша батареечка, она угасла. И да, это обсуждает. Ну, как-то зло или не зло, просто одной картой там вытащу, потому что, видите, болото прям показывают. Девятка чаш. Пятерка мечей. Ну нет, это не про то, что зло. Потому что, например, если вы были такая зажигалочка, да, тут как-то семейная жизнь предполагает, что вы что-то стухли, да, как унылая какашка, словом. Вот. И, кстати, если это что касается семейной жизни, здесь обсуждают мужчины ваши, например, те, которые вас видели раньше. Что с тобой там случилось? Почему ты вот сейчас там в таком состоянии? Вот как-то так. Окей, хорошо. Что смотрим дальше? Смотрим, как сейчас люди обсуждают вашу внешность, да? Очень вы изменились. Пока не буду говорить, плохо или хорошо. Рыцарь мечей. Очень резкое как будто изменение внешности. Ну ладно, давайте посмотрим, вот как они вас видели и сейчас как видят, да? Как видели. Видели очень легкой, очень мягкой, очень мечтательной по семерке чаш, да? Может, девочка-девочка, да? Смотрю, семерка чаш. А сейчас как видят? Вот, а сейчас смотри, вот есть ощущение какой-то власти, есть ощущение, возможно, что вы как будто домой пришли с тяжелой войны, знаете, сняли доспехи там и достаточно устали, да, но при этом вот из какой-то мягкой девочки прям рождается властная женщина. Сейчас с мужскими какими-то энергиями, да, король жезлов, двойка пентаклей. Такое ощущение, говорю, что это два разных человека, да, два разных человека. Ну, а вот это положительно или вот отрицательно? Вы более красивые стали, что энергия очень поменялась, или, ну, с точки зрения людей, или менее красивыми стали? Пятерка жезлов. Знаете, как вот такое ощущение, что в вашем лице, может быть, да, внешне, ну, давайте так, по пятерке жезлов, слушайте, там есть вот эта энергия, но вот эта энергия, она это не про то, что вы какая-то безжизненная вот эта амеба там, да, что-то еще. Может быть, это какие-то, знаешь, более заостренные черты лица, да, там скулы, потому что вот какие-то элементы, знаешь, как вот как у амазонок, может, взгляд стал жестче. Ну вот видишь, вот по пятерке жезлов какие изменения все же. Вот пятерка жезлов, королева мечей, да, такое прям что-то с вами интересное происходит. Людям это нравится, да, прям вот, или их это пугает? Или их это пугает? Потому что изменения прям очень сильные.
Нравится или пугает? Мгм. Такое ощущение, что они не знают, как к этому относиться, да, семерка мечей, потому что это карта недоверия, это карта обмана все-таки. Это, знаете, когда говорят, что вот человек не тот, за кого себя выдает, а что же вот им непонятно, знаешь, как это я называю сбитая трансляция. Непонятно, собственно, что вы транслируете. Потому что, например, если у вас жесткий взгляд, и вы транслируете мягкую булочку, конечно, их может это смущать. Семерка мечей. Что же они не понимают здесь? Да? Четверка мечей, восьмерка чаш. Что же вы скрываете? Да? Тут, наверное, вот вы спрашиваете, а что же говорят люди за моей спиной, а им непонятно, что же вы скрываете. Да, что же она такое пережила, что она так изменилась, что же она скрывает, то есть она что-то не показывает. И вот они, возможно, о чем-то догадываются. Может быть, знаете, вас и изменили эти отношения? Ну вот я не могу сказать, что в минус, у меня нет ощущения, что в минус. Просто вы как-то очень прям повзрослели, и это сильно чувствуется, считывается. Повзрослели, и больше нет вот какой-то такой наивности, да, здесь вот появляется какая-то жесть, но эта жесть, она какая-то абсолютно органична. А вы, скорее всего, пока еще боитесь ее показывать и транслировать, и ушли в состояние вот этой, да, такой легкой девочки. Хотя вот эта вот амазонка, которая вот на самом деле прям вот она преодолела что-то, да, прям прорывается по третьему варианту. Может быть, есть смысл это показывать, тогда вам будет легче коммуницировать с людьми, это будут люди другого уровня, чтобы не вот это вот все по лайту, да, ни дня в жизни не работало, вы пытаетесь с такими людьми, потому что вам легкости не хватает. А может быть, вам как раз общаться с теми людьми, которые, как и вы, многое преодолели. Вот такая интересная подсказка была по третьему варианту. С вами была я, ваша нейроведьма.